Подчиняйся. 3 вещи невозможно долго скрывать: солнце, луну и истину. Будда. Приезжайте на Карибы. Женитесь и размножайтесь. Современный человек живет в иллюзии, что он знает, чего хочет, тогда как на самом деле он хочет того, чего от него ожидают. Эрик Фромм. Подчиняйтесь. Оставайтесь в спячке. Самая распространенная форма безумия – это приспосабливаться к глубоко больной системе и называть это нормальностью. Джиду Кришнамурти. Это новое утро Америки, полное жизни. Мы верим нашим лидерам. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Чувство выше тела, ум выше чувств. Над умом разум, над разумом атман. Бхагавад-гита. Все зависит от нашей способности принять это. Я предполагал что-то подобное. Пусть тот, кто ищет, не перестает искать, пока не найдет. Когда найдет, он будет потрясен. Когда будет потрясен, он будет удивлен. И он будет царствовать надо всем. Евангелие от Фомы. Это будет очень сложное видео, чтобы действительно посмотреть его до конца, понять. Возможно, будет стоить его несколько раз пересматривать. Но оно очень важное, пожалуй, самое важное из всех, что есть на моем канале, чтобы понимать, а что с нами происходило последние 5 лет. И что будет происходить следующие 5 лет. И что же мы ищем на самом деле. Ведь нас с детства загрузили, пожалуй, одной и той же операционной системой. Контролируй, терпи, держись, выживай, слушайся старших. Откладывай свою жизнь на потом. Сначала закончи школу, потом институт, потом карьеру сделай, потом ипотека, потом дети вырастут, потом пенсия, и вот когда ты выйдешь на пенсию, вот тогда ты заживешь. И это работало десятилетиями. Это помогало нам жить, строить карьеры, достигать, создавать семьи и целую цивилизацию взрослых людей, которые научились терпеть, преодолевать, выносить трудности и страдания, терпеть предательство себя и других тоже ради иллюзии выживания. И вся эта система, вся эта симуляция страха рано или поздно должна была рухнуть под своим весом. И началось это недавно, в 2020 году. И тогда казалось, что это была катастрофа планетарного масштаба. Угроза самому нашему виду. А потом, что нужно просто подождать, потуже затянуть маски и переждать. И вот прошло уже 5 лет. И сегодня я хотел бы поделиться итогами этого года, тем, как я увидел события последних лет, какие выводы я сделал из 1000 часов, 1000 материалов, которые я исследовал, из более чем 400 часов глубокой работы с людьми, и что происходит на самом деле с нами, с каждым из нас, и что будет дальше происходить. Почему сама наша операционная система несовместима с реальностью? И ведь, как говорил Эпиктет еще, свобода отнимает не тиран, ее отнимает убеждение, что ты не можешь жить иначе. И наоборот, оно же и возвращает. Ведь все, что происходило последние годы, последние 5 лет, это не кризис, не нестабильность и не временные трудности. Это перезапуск целой системы, матрицы, системы выживания и страха. И он происходил не просто где-то там снаружи, а он происходил внутри каждого из нас. И вы его прямо сейчас, и, возможно, до этого, и после этого бы ощущали, и будете ощущать. И сегодня я хочу показать вам, что на самом деле стояло за всеми событиями последних 5 лет, и почему следующие 5 лет будут совсем другими, и какой в них будет смысл на самом деле. Ведь что было в 2020 году? Нам сняли анестезию. За несколько недель очень быстро рухнуло все, что десятилетиями прикрывало бессмысленность. Работы, дедлайны, чувство «я нужен», «я важен», «я должен». Миллиарды людей вдруг остались наедине с собой без возможности взбежать в какую-то там занятость или куда-то. Произошло не просто осмысление, а произошло вскрытие. Появился вопрос «зачем я живу?». И он из философского стал бытовым. Выяснилось, что вся конструкция держалась на постоянном движении, без остановки. И стоило только остановиться, и стало вдруг видно, мы не потеряли смысл. Мы впервые увидели, что его не было.
И вот тут началась настоящая паника. И она происходила не в новостях, а внутри. Мир довольно быстро научился жить и справляться с вирусом. Эти маски, локдауны. И с этим справились и врачи, за что им огромная благодарность, и государство, и бизнес. Но никто не понимал, что делать с человеком, который впервые за многие годы остался один, с собой в тишине, наконец-то, и честно увидел для себя. А внутри-то пусто, содержания нет. И система попыталась вернуть нам наркоз. Нас погрузили в рекордный шум, бесконечные ленты новостей, сериалы, игры, созвоны и даже доставка всего что угодно к твоей двери. И жизнь стала действительно намного удобнее, но одно не поменялось. Находиться внутри себя не стало ни на грамм легче. И наука даже честно сказала, мозг, оставленный в тишине, запускает конвейер тревоги. Он снова и снова воспроизводит страхи, сценарий катастроф, старые обиды, пока человек не сбежит от этого в любую какую-то деятельность. А древние учения говорили о том же, но другим языком. Невозможно спокойно жить в мире, если ты потерял контакт с тем, кто в тебе живет. И разница в одном. Раньше от этой правды можно было спрятаться в каких-то там делах, в рутине, а теперь оказалось спрятаться негде. И 2020 не создал нам пустоту, он выключил обезболивающее, и это было только началом. В 2021 пришла надежда. Вакцины, открытие границ, офисов, ресторанов. И мир объявил: все, возвращаемся, работаем. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Мы попробовали вернуться в старое, а тело отказалось. То, что раньше само по себе включалось утром на автомате, потому что так надо, перестало вдруг запускаться. Ты утром садишься за ноутбук, а внутри не выключение тебя, а тошнота. Работа, которую ты раньше нормально тянул, вызывает отвращение. Эти созвоны, отчеты, планерки. И единственное, что внутри тебя появляется, нежелание туда идти. И даже отношения, которые годами держались по инерции, начинают ощущаться как ложные. Каждая встреча – это маленькое предательство себя. Люди, которых ты называл своими, вдруг чувствуются как чужие не потому, что они поменялись, а потому, что ты впервые увидел, что эти связи строились на страхе, созависимости, чувство долга, привычки и не на чем-то живом. И здесь сработал образ, от которого уже невозможно было отвертеться. Это маски. 2 года мы носили медицинские маски, одноразовые, одевая их много раз. Потом из ткани, более удобные. И кто-то даже покупал дизайнерские со стразами. Мы одевали их по требованиям, как положено. И в какой-то момент стало очевидно. А они не работают вообще. Они не то, что нам обещали. И жить и дышать легче не становится, свободнее тоже. И здесь появилось главное. У нас ведь были и другие маски до этого. Задолго до этой пандемии служебные, семейные, социальные. Роли успешного, удобного, хорошего. И вдруг стало ясно, они тоже не работают. Не защищают нас от внутренней пустоты, не дают жизни, не дают нам дышать свободно. И даже Юнг еще называл это крахом персоны, социальной маски, которая перестала совпадать с тем, кто внутри. И раньше это, можно быть, трещины можно было замазать делами, целями, надо потерпеть. Но в 2021 маска просто перестала на нас держаться. Мы ее перестали терпеть. Этот клей из «надо» и «должен» высох, и она стала отваливаться. И тогда вопрос сменился. Не как мне вернуться к прежней жизни, а что, если я вообще не хочу туда возвращаться? И за этим стал следующий. А если жизнь, которую в меня встраивали, вообще она была не моей? И десятилетия усилий того, что я терпел, прорывался, чего-то старался. Может быть, я прожил эту жизнь не для себя и не ради себя. И 21-й стал первым массовым отказом от программы «Терпи сейчас, заживешь потом». Люди начали спрашивать себя буквально вслух, если от всего этого терпения мое завтра не станет лучше и живее, ради чего я мучаюсь сегодня. И тот, кто однажды это почувствовал, а почувствовали это многие, уже не смог по-настоящему вернуться и жить обратно. 2022 все сводят к одной войне. Но в мире в это время продолжало идти от 50 до 100 разных конфликтов. Даже технически СВО одержало победу над коронавирусом, и вся повестка мгновенно поменялась. Ленты заполнили карты фронтов вместо графиков заражений, и внутреннюю пустоту снова прикрыли внешним страхом, внешней угрозой.
И в 22-м покров еще не сорвали, но он начал просвечиваться. Проявилась закономерность, которую уже не спрятать. Система, построенная на страхе, не может существовать без врага. Мировая система. Нет врага, нужно его назначить. Если он слаб, его нужно раздуть. Если угроза мала, ее нужно развязать, поджечь, разогнать. Иначе рушится вся мировая экономика, вся конструкция. И священные тексты описывали это тысячи лет назад. Если услышите о войнах и военных слухах, это признак конца цикла. А в Коране час, когда скрытое в сердцах выходит наружу. А суфии говорили, страх выживания заставит разрушать жизнь, веря, что спасаешь ее. И тогда еще казалось, что это не про нас. Это про политиков, про государство. Но внутри уже проявлялось другое знание. Та же логика ведь работает и в каждом из нас. Мы тоже создаем себе врагов, чтобы оправдать вечную мобилизацию, вечную тревогу, угроза потерять работу, отстать, не успеть. Мы раздуваем внутренние войны, чтобы объяснить, почему мы живем в постоянном напряжении. Мы обижаемся, злимся, чтобы получить энергию. Почему мы предаем себя, называя это борьбой за будущее? И 22-й год – это год, когда внешняя война и внутренняя тревога срезонировали. И снаружи и внутри вскрылась одна и та же программа. Ты жив, пока есть враг. И 22-й показал только начало, тизер. Полное раскрытие произошло дальше. В 23-м стало ясно, что возврата не будет. Нестабильность – это теперь и есть новая стабильность. Люди начали пересобирать жизнь и вдруг обнаруживали, что привычные внешние опоры больше тебя не поддерживают. Государства показали свою ограниченность. Они могли вводить правила и ограничения, но не могли дать тебе уверенность в будущем. Карьера и бизнес, та, что строилась годами, могла обнуляться за неделю. Сегодня ты востребован, а завтра твоя отрасль, бизнес не вписывается. Остается без рынков, без комплектующих, без доступа. И один и тот же проект, специалист за год буквально может превратиться из ключевого в никому не нужного, ничего не меняя при этом в своих навыках. Это выглядело, кстати, как генеральная репетиция перед эпохой искусственного интеллекта и роботизации. И даже деньги перестали означать смысл и безопасность. Инфляция, заморозки активов, колебания курсов. Деньги больше не равняются контролю над будущим. И здесь проступила их настоящая природа. Деньги стали измерителем не того, каких вещей тебе не хватает, а того, чего не хватает тебе внутри. Веры, доверия себе, смысла. И не случайно в слове «богатство» корень – это Бог. Отношения также оказались уязвимы. Раньше близкие виделись утром, вечером и выходные. Но оказавшись вместе надолго, они столкнулись с тем, что вылезло из глубины. С вопросом «зачем?», с ощущением пустоты. И многие обнаружили, что связи держались на инерции. И порвалось не общение, а то, что маскировало эту отделенность. И когда внешние опоры исчезли, тогда начался массовый поиск внутренней опоры. Это уже не мода на осознанность, на mindfulness, а необходимость. Резкий рост количества обращений к терапии, к телесным практикам и духовным традициям. Все искали ответ на один и тот же вопрос. А на что мне теперь опираться, если внешний мир меня больше не может поддерживать? И наша нервная система, годами работавшая в режиме давления и угрозы, начала давать сбои. Выживание, которое было растянуто во времени, перестало быть естественным чем-то. Оно стало формой саморазрушения, жизнью на износ. И в Евангелии жестко сформулировано: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Можно выиграть в игре на выживание и окончательно проиграть того, кто живет внутри тебя. И об этом же говорил Нарда в Упанишадах. Он перечислял учителю все свои знания про веды, про ритуалы, грамматику, математику, политику и завершил это словами: но все это внешнее знание, а я не знаю атмана, я в скорби, научи меня. Это, кстати, то, что я часто слышу перед страт-сессией. Я все попробовал, все знаю, но не нашел. Помогите мне это найти. И это и есть портрет 23-го года. Можно знать все и иметь все, и при этом оставаться в скорби. И он поставил вопрос ребром: а можно жить, опираясь только на этот страх? Можно, но зачем? А 24-й принес нам не просто усталость. 4 года непрерывного напряжения накопились в теле раньше.
чем наш ум успел это признать. И в какой-то момент ресурс этот просто закончился. Массово проявились и выгорание, и депрессия без причины, и панические атаки, и психосоматика. И люди говорили одно и то же, просто разными словами. Я все понимаю, но не чувствую. Я знаю, как надо, но у меня нет сил жить. Я не живу, я функционирую как робот. Это был уже не кризис мотивации. И не просто поломка нервной системы. Это становилось осязаемым ощущением отделенности от того, кто внутри тебя должен жить. И здесь перестали работать привычные удобные костыли. То, что раньше давало уму временную волшебную таблетку, обезболивание, игрушку, чтобы он замолчал, практики, ретриты, аффирмации, марафоны, даже вот это привычное «соберись», вдруг перестало включать тебя в жизнь. Внутренний ребенок как будто почувствовал, его не собираются забирать домой, его просто снова отвлекают игрушками, но все эти игрушки не заменят чего-то важного и главного. Но что же это? Стало видно, что все эти практики были просто попыткой зажечь лампочку внутри, натирая колбу воском, дорогими маслами, надевая на нее красивый абажур. Лампа становилась дороже и более духовной, но света в ней так и не появлялось. И в это же время с люкса даже сорвали покров. Оказалось, что многие статусные вещи производятся там же, где и масс-маркет. А цена оказалась не платой за качество, а налогом на иллюзию особенности, за попытку почувствовать себя живым через наклейку, ярлык дорогого бренда. И попытки вернуть контроль и прийти в форму за счет силы воли, силы разума у тех, у кого они еще оставались, довели их до еще более полного истощения. Некоторые даже себя довели до онкологии. Потому что под усталостью, под этим состоянием скрылось главное. Выяснилось, что все это время жил не ты, а жила функция, какая-то роль. Программа «Выживи, отдай долги, соответствуй, выдержи, заработай». И по рельсам продолжал двигаться манекен, который исправно отрабатывал сценарий, но внутри него почти не оставалось ничего живого. И когда сил поддерживать все это не осталось, все начало рассыпаться. Манекен уже не мог двигаться. И в 24-м был впервые поставлен вопрос не как мне восстановиться, а другой более важный. А кто я вообще такой, если я больше не могу быть тем прежним? Не хочу, а у меня больше нет сил быть этим персонажем. И вот наступил 25-й этот год. И можно сказать, что в этом году мы увидели весь до этого работавший механизм. 25-й не добавил новых серьезных кризисов, а сделал другое, но более важное. Весь механизм всей этой системы, построенной на страхе, стал прозрачен. И можно даже назвать это началом апокалипсиса в исходном смысле этого слова, как снятие покровов и раскрытие того, что было скрыто. То, что годами продавалось нам как экзистенциальные угрозы, как борьба за ценности, за какие-то права, вдруг потеряла свою важность. И одни темы, еще вчера подававшиеся как главные сражения эпохи, тихо исчезли из повестки. А военные конфликты, которыми нас пугали как борьбой добра и зла, либо были проигнорированы, либо неожиданно стали предметом очень приземленных переговоров и торга. А еще и появились документы со статьями бюджета на создание всех этих конфликтов, и их развитие, и поддержку. И что еще хуже, что в других документах эти средства шли на покупку вилл, ранчо, луков на миллионы долларов. И весь этот нарратив и вся повестка из реальной превратились вдруг в театр управляемого страха и абсурда. Не реальности, а просто инструментом. Все, что мы видели, все, что мы слышали от разных людей из разных ящиков или коробочек, было инструментом закрепления веры в то, что программа выживания – единственно возможный и верный путь. И есть важная цифра. Исследования показали, что в среднем человек в развитых странах тратит 70% или даже больше своих внутренних ресурсов на управление тревогой и страхом. Не на жизнь, а на попытку контролировать этот страх и как-то из этого жить. И в 25-м произошло совмещение всего. То, что происходило между странами, оказалось тем же самым, что происходило внутри каждого человека. Это жизнь в режиме постоянной угрозы и давления. Мы годами откладывали живое сейчас, отказывали себе даже в простых радостях ради абстрактной безопасности. Мы оправдывали
саморазрушения привычной мантрой, что надо справляться как-то, справляться со стрессом, часто через то, что этот же стресс усиливало только через алкоголь, табак или разные допаминовые затычки. Мы оправдывали отсутствие радости сейчас неким светлым будущим, необходимостью. А когда эта вера в будущее перегорела, оправдывали уже тем, что все и так бессмысленно. И эти оправдания перестали работать в этом году. И я весь этот год в своей практике слышал вопрос, а не что со мной происходит, а вопрос, а почему я не живу, почему я живу так, будто постоянно должен выживать. И этот год не дал нам ответа, как жить по-другому, как жить иначе. Это задача следующих лет. Не дал даже тем, кто его активно искал. Но он сделал другое. Окончательно лишил эту форму, программу выживания статуса и оправданий. И больше 90% людей, которых я вижу, потеряли контакт с собой, но сохранили высокую функциональность при этом. Они не сломались, жизнь их не сломала. Она научила их работать на автопилоте. И это называли взрослостью. Иногда успехом, иногда преодолением. Но в 25-м стало невозможно уже говорить «так надо» и не видеть, что за этим стоит. Невозможно объяснять усталость обстоятельствами, не замечая, что сама логика жизни построена на постоянном насилии над собой. Сама конструкция была в том, что мы жили, не доверяя себе. Нас учили не доверять себе, а жить и действовать в основном из страха и находя причины для этого. А 25-й показал, что нет причин. Это все оправдание. И причин для этих оправданий особо и нет. Как и смысла. И когда оправдание заканчивается, остается только выбор оставаться отключенным или включиться и включить. Но что именно, сейчас я расскажу. Но сначала разберем, зачем это все было. Давайте соберем теперь всю картину. В 2020-м сняли анестезию. Мир перестал глушить боль, и стало невозможно ее не чувствовать. В 2021-м нам показали, что возврата не будет. Нельзя пересидеть и вернуться в прежнюю норму. В 2022-м было разоблачение выживания как доктрины. Оказалось, что жить в режиме постоянного стресса и тревоги можно только ценой внутренней смерти, предательства себя. В 2023-м мы лишились внешних опор. Деньги, гарантии, институты, привычные сценарии перестали быть убежищем. А 24-й истощил роли. Даже самые сильные конструкции «я справлюсь», «я выдержу», «я должен» перестали давать энергию. И этот год, 2025, сделал главное. Он показал, что проблема не в событиях, не в кризисах, а в самой операционной системе, из которой мы все живем. И если это так, то логично, что следующий этап будет не только про новые кризисы. Кризисами уже никого не удивить. А система сделала все, что смогла снаружи. 2026 станет годом расхождения. Не по убеждениям, не по идеологии, не по словам, а по режимам жизни. Одни продолжат выживать и сжиматься, терпеть, объяснять усталость внешними кризисами. Другие поймут, что проблемы не в событиях, а в том, из какого состояния они вообще живут. И начнут менять не декорации, а само основание. Для одних следующий год, 26-й, станет годом усиленной, еще более усиленной анестезии. Еще больше работы над собой, еще больше шума, практик, знаний, еще больше попыток удержать то, что разваливается. А для других годом освобождения, трезвости, когда больше нельзя притворяться, что все нормально, если внутри давно уже пусто. И астрологи называют этот момент следующего года соединением Сатурна и Нептуна в нулевом градусе Овна. Это происходит редко, раз в 36 лет, и здесь структура иллюзии раскрывается. Это цикл, который почти всегда совпадает с обрушением старых картин устройства мира и пересборкой основания. И можно пообсуждать технологии, приближающие эру искусственного интеллекта, который превзойдет человека в ряде когнитивных задач, но реальный сдвиг будет не там. Реальный сдвиг произойдет внутри каждого человека. Одни продолжат жить в режиме выживания, с контролем, со страхом, с постоянным внутренним насилием над собой. И вопрос остается один. А долго ли такой режим выдержит организм? А другие начнут выходить из этого. И не в эйфорию, не в духовные идеи, а в жизнь из присутствия. В разделении между потому что надо, в то, чтобы различать потому что надо или потому что я есть. И это развлечение не между людьми. Оно будет происходить внутри каждого. И вот здесь возникает вопрос,
от которого невозможно отвертеться. А похоже ли это на страшный суд? Не в религиозном смысле, в смысле кары, а в том смысле, что больше нельзя спрятаться. Нельзя существовать больше в самообмане. И в древних пророческих текстах это называли Йом Адонай. День, когда рушатся ложные основания жизни и наказывается не человек, а путь. Гибнет не личность, а структура, построенная на страхе, на насилии, на лжи. И если смотреть это без мистики на это, без пафоса, то все, что начинает происходить, слишком точно совпадает, чтобы это было просто случайностью. И по какую сторону этого расхождения окажетесь вы? Хороший вопрос. Чтобы ответить на него, важно понять, как механизм выживания работает конкретно внутри каждого из нас. И за последний год я провел больше 1500 часов, изучая разные источники, а еще больше 450 часов, глубоко разбирая программы и проблемы больше сотни разных людей, и обнаружил то, что меня самого сильно удивило, и хочу этим поделиться с вами. Но сначала поздравляю вас с наступающим Новым годом и с тем, что вы живы. Вы прошли эти 5 лет турбулентности, адаптировались, перестроились и, возможно, стали эффективнее, продуктивнее или даже осознаннее. И делаете более правильные вещи, но легче от этого может и не стать. Как не стало легче от практик, проработок, ретритов, смены работы, даже города или страны. В чем же дело? Важно понять одно. Это не ваша поломка какая-то, не проблема. Это устройство, само устройство системы. Если посмотреть на чиновника, который покупает 99-ю квартиру, ему тоже страшно. Страшно, что его посадят. Страшно, что те, кто его подняли наверх, потом же и закопают. Страшно, что всплывет какой-то компромат. Он живет не в роскоши, а в постоянной угрозе и тревоге. И он тоже не живет, он тоже выживает. И даже золотой унитаз вряд ли согреет душу. Посмотрите на человека, которому не хватает денег. Он боится попросить прибавки. Или того, кто идет каждый день на ненавистную работу, потому что надо, боится показать, что ему тяжело. Боится показать, что он устал, что ее ненавидит. Боится, что если остановится, все развалится. Разница только в масштабе и декорациях. А механизм один и тот же. Это страх и выживание какое-то способ выживания, как преодоление этого страха. Предательство себя ради иллюзии безопасности. И мы живем в этой матрице страха, которая досталась нам в наследство. Кто, кстати, прорабатывал силу своего рода, вот она. Коллективное многократное предательство себя и его дальнейшее оправдание, доведенное до автоматизма, до программ, культа, которая передается из поколения в поколение, через гены, деньги, власть, даже через законы. И если посмотреть шире, комфорт развитых стран держался всегда на нищете миллиардов, на дешевом труде, на дешевом сырье, на вывезенных ресурсах, на поддержании хаоса. И это не теория заговора, это описание функционирования мировой экономики. И она работала только потому, что миллиарды людей соглашались жить в режиме этого выживания. Каждый винтик этой системы – это живой человек, который от какого-то небольшого работяги до большого чиновника, который однажды выбрал страх вместо жизни и продолжает выбирать это каждый день, который предал себя, а потом и других людей. И матрица держится не на злодеях за занавесом, она держится на нашем ежедневном согласии предавать себя. И люди знали об этом тысячелетия назад. И говорили эту правду, но платили за это жизнью. Будда сказал 3 слова, которые отменили всю религиозную индустрию. Будьте светом себе. Вам не нужны храмы, не нужны жрецы, не нужны ритуалы. Свет уже внутри вас. Иисус еще радикальнее сказал: Царствие Божие внутри вас. Не после смерти, не где-то в каком-то здании, не через какого-то человека, а внутри вас, прямо сейчас. И каждый может напрямую говорить с Создателем, без посредников. За это его убили. Не за любовь к ближнему, а за то, что он сделал институт духовной власти лишним. Сократ не давал ответов, а задавал только вопросы. Вопросы, которые возвращали человека к единственному источнику истины, к себе самому. И за это ему предложили выпить чашу с ядом. Потому что человек, который думает сам, опасен для любой власти. Или Аль-Халадж, суфийский мистик, сказал: «Я есть истина». Его казнили публично. Потому что если ты истина, тебе не нужна религия. А Упанишады, древнейшие индийские тексты, содержат формулы из 3 слов.
тат твам аси. Ты есть то. Ты уже божественен по своей природе, и тебе не нужно это у кого-то заслуживать. Не нужно кем-то становиться для этого. Ты уже то, что ты ищешь. И все великие учителя несли одно послание. И за это их устраняли. И послание простое. Источник внутри тебя. Все твои страдания от того, что ты отключился от него. Не отключен, а отключился. А инструмент, который ты использовал для этого отключения, это твой ум. И это была угроза для любой системы контроля. Потому что человек, который знает, ощущает свою природу, не будет платить за спасение. Не будет подчиняться из страха, предавать себя, не будет нуждаться в каких-либо посредниках. Он по-настоящему свободен. А свободный человек – кошмар для любой системы. Поэтому учения искажали, и слов Будды сделали религию со статуями, и слов Иисуса – институт с инквизицией, из прямого опыта ритуалы, догмы, иерархии, и одна схема везде присутствовала. Вместо «ты божественен» начали говорить «ты грешник, только мы тебя спасем». Да и саму идею божественного превратили в некую кару за грехи. И прощение, которое нужно заслужить смирением перед тяжестями и страданиями. Этой самой программой выживания. И, конечно, страхом. И кажется, что сегодня все по-другому устроено. Но на самом деле система стала только умнее. Тебе уже не нужны догмы, чтобы чувствовать себя недостойным любви. Достаточно просто открыть ленту соцсетей. И за этот год я провел больше 100 глубоких страт-сессий. Разные проблемы, разные люди. Плотник, священник, судья, предприниматели, эксперты, топ-менеджеры. Разные истории. И почти везде за этим стояла одна причина – утрата контакта с собой. У каждого своя схема и конфигурация, свои травмы, роли, защиты. У кого-то одна большая программа, которая тихо управляет всей жизнью. У кого-то их десятки, сплетенных в клубок. У кого-то сотни. И каждый выбор, каждое «надо» – это отдельный слой брони. Кто-то когда-то сознательно отказался от себя, чтобы выжить, чтобы не подвести, чтобы не разрушать что-то. И до сих пор себя за это наказывает. Кто-то уже часть пути прошел, но все еще живет в старых настройках. И если посмотреть глубже, вся жизнь человека превращается в поиск. Поиск того, что он когда-то утратил. Этого контакта с собой. Его еще называют источником, любовью, того, что называли дао, атман, того, что в Евангелии звучит как Царство Божие внутри вас. Одного и того же. На что указывали все древние учения, каждое по-своему, своим языком. И события последних 5 лет – это просто жесткий способ задать направление. Когда внешние опоры рухнули, и это произошло не случайно. Они рухнули, чтобы не осталось другого выхода, кроме как посмотреть внутрь себя. А что такое этот контакт с собой? Когда он есть, ты чувствуешь, что ты есть, я есть. Не «я делаю, значит, поэтому я ценен и полезен». Не «я достигаю, значит, меня можно любить». А просто, без условий, «я есть». Внутри тебя появляется ощущение опоры. Даже если штормит снаружи, но тебя не сносит. Твое состояние не определяется курсом валют, мнением других людей или наличием или отсутствием успеха. Радость становится доступна просто так. Не как эйфория после долгого пути достижения, а как фоновое состояние. Можно просто сидеть с чашкой воды и чувствовать, что приятно быть просто живым. Энергия в тебе течет, и ты ее ощущаешь, как недавно мне написали. Я играю во что-то, в теннис, и я чувствую, что у меня энергия по-другому появилась. Не от кофеина и не от силы воли, которую мы прикладываем, а она просто есть, потому что она уже не расходуется на поддержание этих защит, масок, контроля, тревоги. И главное, ты различаешь, вот это мое желание, а вот это программа. Надо. Вот это я живой, а вот это я функционирую из страха. Вот это я сжимаюсь. И главное, почему этого контакта с собой нет. Не потому, что его кто-то забрал, а почти всегда потому, что вы сами его заблокировали. Чтобы была причина, чтобы выжить, выдержать, заслужить любовь, иногда испытать себя, иногда не разочаровать, иногда быть сильным. Вы отключили себя, чтобы справиться с реальностью, которая вам казалась слишком опасной. И проблема, что эта блокировка продолжает работать, когда
Реальность изменилась, и необходимость, и актуальность этого давно ушла. Вы, может быть, взрослым, успешным или не очень, можете что-то построить или наоборот, но внутри все равно будет пустота, потому что внутри до сих пор стоит этот же замок безопасности, иллюзия безопасности. Как вернуть этот контакт? Если коротко, 3 главных вещи. Первое – не добавлять, а убирать. Проблема не в том, что чего-то не хватает, а в том, что между тобой и тобой же стоит блокировка. И задача не накачать себя новыми практиками, а почувствовать и ощутить, а что мешает твоей жизни проявляться. Второе важное – это не пытаться понять, узнать, запомнить, изучить, а проживать. Понимание находится в уме, а блоки в теле. Можно идеально разложить свои травмы по полочкам, и ничего не поменяется. Можно изучить, узнать, научиться всем духовным учениям, всем практикам, но меняет тебя только проживание. Когда ты видишь, ради чего ты это сам сделал себе, и встречаешься с тем, от чего ты убегал, от чего избегал, и позволяешь пройти и выйти это, буквально пройти через тело до самого конца. И третье – это вернуть веру, доверие себе. Способность опираться на свои собственные чувства, захотеть их испытывать, доверять им и знать, что ты выдержишь. И говорить «нет» тому, что не твое, даже если очень страшно. Даже если логика и все окружение говорит «надо». Это довольно большая и важная тема для того, чтобы закончить этим видео. Я сделал большой анализ, а что происходит, что люди на самом деле ищут, почему не находят и какие делают ошибки, и с чего конкретно начинаются изменения. Про это сделаю отдельное видео. Если отвлекается, подпишитесь, чтобы его не пропустить. Если посмотреть честно, эти 5 лет стали не просто чередой событий и кризисов. Они были подготовкой. Следующие 5 лет станут поворотом. Не потому, что так скажут астрологи, политики или я, а потому что больше невозможно жить, видя или не видя эти механизмы. Либо мы закрепляем режим выживания как единственную норму, либо вспомним, кто живет внутри нас, кроме искусственно созданной роли. И это вопрос не к миру в целом, а вопрос каждому лично. Ты дальше будешь жить для чего? Чтобы выживать? Или же начнешь жить? Что думаете? Что чувствуете? Напишите про это в комментариях. Поделитесь своими мнениями, историями, реакциями. Поставьте лайк, если видео вам понравилось. Поделитесь им с вашими друзьями и знакомыми. И нажмите кнопку «Подписаться». Еще половина смотрит без подписки. А для меня это важный сигнал, простой, что стоит продолжать развивать канал, снимать эти видео. А еще больше всего интересного и полезного по ссылке в описании под видео в моем телеграм-канале. Увидимся.